Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео уделим внимание мусору и поговорим о том, что нельзя делать с мусором, что ни в коем случае никогда нельзя выбрасывать в мусор, иначе тем самым вы можете привлечь в свою жизнь болезни, бедность, нищету, постоянные денежные проблемы. И многие люди, к сожалению, об этом даже не задумываются, потому что так они делали всю жизнь. Но давайте вместе с вами будем менять свою жизнь и привлекать в нее только изобилие, достаток, благополучия и здоровья. Итак, друзья, далее все более подробно. Многие люди считают, что вынести мусор – это очень просто, что этот вопрос не требует изучения, но на самом деле это не так, ведь это нужно уметь делать по всем правилам, иначе возможно привлечь настолько сильный негатив, что он будет способен полностью перевернуть вашу жизнь, при этом не в лучшем направлении. Есть такая категория людей, которая, чтобы не ходить часто выбрасывать мусор, скапливает его и выносит раз в несколько дней. И вы знаете, если вы такое делаете, главное, чтобы вы сами себе признались, то вы таким именно действием притягиваете в дом или в свою квартиру разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени способен заполнить весь дом, из-за чего членам в данной семье, возможно, вы прочувствовали плохое самочувствие, начинает преследовать бессонница, разбитое состояние, которое будет сопровождать на протяжении всего дня, а в результате приведет к депрессии, к апатии, ведь такая ленивая привычка способна даже привлечь проблемы в различные сферы жизни. Чтобы этого не происходило, не стоит забывать о том, что мусор сам по себе притягивает негатив, поэтому от него нужно вовремя избавляться, ведь без негатива ваш дом будет излучать уют и комфорт. Наши предки старались соблюдать все правила, которые были связаны с мусором, потому что они знали, что это действие важно, и лучше потратить время на то, чтобы все сделать правильно, чем на то, чтобы избавляться от последствий. Мусорное ведро – это энергетически опасный предмет в доме, который даже после того, как вы выносите мусор, к сожалению, способен продолжать притягивать негатив. Поэтому его нужно мыть минимум раз в неделю, и делать это нужно с соляным раствором. А после каждого раза, когда вы выносите мусор, поджигайте свечу белого цвета. Держите над ведром и при этом трижды проговаривайте такие слова: «Огонь в ведро очисти, энергии те, что оно скопилось, с него убери, пусть вред дому моему не будет приносить, будет и дальше мне служить». Свечу сразу затушите, так вы будете нейтрализовывать весь негатив и аннулировать энергетику ведра. Да, но и свечу держите отдельно. Ее нельзя использовать для других ритуалов и практик, кроме очистки мусорного ведра. Обратите на это особое внимание. И эту практику особенно важно делать именно тем людям, у кого большие денежные проблемы, именно денежные проблемы с деньгами, с кредитами, с долгами. Это для вас очень важное правило. Далее нельзя выносить мусор, друзья, когда вы планируете ехать в дальнюю дорогу. Почему? Дело в том, что из-за такого вот действия вы останетесь без энергетической защиты. Правда, этот запрет не касается пищевых отходов. Старые вещи выбросите до поездки. Если же так не получилось, а вы их уже приготовили, то сделайте это, когда вернетесь из поездки домой. Нельзя также выносить мусор из дома в воскресенье. Этот день нужно использовать только для отдыха. Ну, казалось бы, такое безобидное действие может оставить вас без финансового благополучия, и вернуть его обратно в свой дом вы сможете совсем не скоро. Вам потребуется приложить для этого немало усилий. Не выносите мусор из дома и в большие церковные праздники. Делать это нужно все-таки заранее, иначе вы разрушите особенную энергетику своего дома, притянете в него ссоры, проблемы, недопонимания между вами и с вашей второй половинкой, начнет угасать страсть и любовь, и может дойти даже до развода. Поэтому воздержитесь от такого действия, дабы потом не пришлось вам жалеть о последствиях.
Если вы планируете сменить место жительства, то весь свой мусор нужно забрать с собой, чтобы расстаться с ним уже на новом месте. Так нужно делать в том случае, если в старом доме вам жилось счастливо, вы ощущали комфорт. Если же не очень преследовали негативные события и неудачи, в таком случае мусор нужно выбросить рядом со старым жильем, но так, чтобы никто не видел, и при этом проговорить трижды такие слова: «Все, что мне жить мешало, я здесь оставляю. Негативной энергии с собой не забираю. В новом доме жизнь счастливую начну и счастьем только себя окружу». Но с квартиры мусор нужно забрать в любом случае, чтобы люди, которые в нее въедут, в квартиру или в дом, не смогли использовать данный мусор с целью вреда для вас и не отобрали вашу денежную энергию. Если у вас в мусорном пакете нет никакой еды, то вас ожидает материальное благополучие. Это говорит о том, что вы не расточительные люди и к продуктам, и к еде относитесь бережно. Поэтому эти ваши поступки на энергетическом уровне будут обязательно вознаграждены. Перед тем, как выбросить мусор, подойдя к контейнеру, проговорите такие слова: «Все, что мне не нужно, выношу, а благополучие и достаток в доме сберегу». Произносите эти слова трижды, далее выбрасывайте ваш мусор, не поворачивайтесь, спокойно возвращайтесь домой. Нужно избегать, чтобы выбрасывать мусор после захода солнца, так как это действие лишит вас стабильности, и все то, что у вас на данном этапе в жизни хорошо, очень быстро может от вас уйти, а на его место придут дисбаланс и непостоянство, переменчивость и шаткость. Приучитесь избавляться от мусора в первой половине дня, лучше утром или же до захода солнца. Так вам не нужно будет переживать о последствиях. Также вы и хозяина своего дома не рассердите, домового, помните о нем. Ведь если вы будете выкидывать мусор не по правилам, у него будет много работы, а кому это понравится? Если вам срочно нужно выбросить мусор в ночное время, так как вы что-то не рассчитали или ситуация принуждает к этому, плотно завяжите мусорный пакет, подожгите 3 спички, сделайте ними круг вокруг завязанного узла и при этом проговорите такие слова: «Этот пакет негатив в дом мой не привлечет, энергетические изменения за собой не повлечет. Данное действие разово совершаю, энергетику жилья в целостности оставляю, негативом его не наполняю». После проделанного быстро выносите пакет на мусор, спички выбросите также, но не злоупотребляйте данным действием. Если когда вы вынести мусор, у вас порвался пакет, это означает, что у вас будут денежные потери. Чтобы это нейтрализовать, сразу соберите мусор, выбросите его, затем киньте монетку через левое плечо и при этом проговорите такие слова: «Мусор быстро собрала, примете сбыться не позволила, а я от данного негатива откупаюсь, а значит денег не лишаюсь». Это действие поможет вам все исправить, и деньги никуда от вас не уйдут. Если вы выносили мусор в ведре и у него обломалась ручка, это означает, что вас ожидает приятный жизненный поворот, который вас одновременно и удивит, и порадует. Если когда вы в гостях у близких людей и в чистосердечности по отношению к вам вы уверены и вас попросили выбросить мусор, сделайте это. Такое действие сулит вам хорошую денежную прибыль, которая очень быстро приумножит ваши финансы. Ну а если вы не уверены в отношении людей к вам, конечно же, не стоит это делать, ведь таким действием данный человек может отобрать у вас удачу и успех. Девушкам, которые не замужем, нельзя выносить мусор после 6 часов вечера, иначе на протяжении долгого периода времени не получится выйти замуж. Парням, которые не женаты, нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе жена будет изменять. Не стоит выбрасывать мусор, когда вы идете на работу. Это действие будет притягивать проблемы на работе, и вы не будете справляться со своими задачами. Если сделаете такое перед важной встречей, вы не сможете провести ее, как того желали бы. Если перед сделкой, то она будет неприбыльной и не принесет вам желаемого результата. Поэтому не рискуйте, выбросьте мусор и вернитесь сразу домой. А вот уже через минуту можете идти по своим рабочим делам. И день пройдет так, как вам нужно, так, как вы изначально запланировали.
От мусора в виде старого хлама и ненужных вещей также нужно вовремя избавляться, так как такого вида мусор перекрывает положительные каналы, через которые в ваш дом попадают положительные энергии, и это приведет к тому, что энергетика дома становится слабой, и любой недоброжелатель, который пришел в дом, способен навредить вам и вашему дому. Денежная энергия покинет очень быстро ваш дом, так как ей будет в нем некомфортно, а богатство, даже если вы будете работать большую часть времени, никогда к вам также не придет. Таким вещам не место в вашем доме. Как только вы научитесь быстро освобождаться от всего ненужного, вы сразу ощутите, насколько приятнее станет находиться в вашем доме, и сколько всего нового его наполнит, придет к вам и, соответственно, будет менять жизнь только в хорошем направлении. Нельзя выбрасывать одежду в мусор, ведь одежда напитана энергетикой своего владельца, а выкинув ее в мусор, вы переплетете ее целенаправленно с негативом, что разрушит не только ваше энергетическое поле, но и принесет вам различные жизненные неприятности, и в некоторых случаях, если вы таким образом выбросите нательное белье или же обувь, беды и проблемы ждут вас со здоровьем, поэтому такие вещи лучше сжигать. В данном случае ваша связь сразу разорвется с такими вещами, или же сложить все, от чего собираетесь избавиться, в отдельный пакет. Далее посыпьте сверху мелкой и крупной соли, кинув по 3 щепотки, и при этом обязательно такие скажите волшебные слова. Наша связь с данными вещами разрывается, теряется, больше мою энергетику они не содержат. Соль все собирает и действие данное выполняет. После этого вы можете выбросить вещи, и это уже больше не принесет вам вреда. Если у вас в жизни началась черная полоса и не проходит на протяжении долгого периода времени, избавьтесь от всего, что лежит без дела в вашем доме. Сделайте генеральную уборку. Вынесите весь мусор сразу же из дома, и когда будете выбрасывать его, проговорите такие слова: «Я на новую полосу в жизни перехожу, черную позади оставляю, больше негатив меня не окружает. Впредь я только светлые энергии привлекаю». И в течение нескольких дней все ваши проблемы и неприятности останутся позади, ничего больше не будет приносить вам вреда. Что же нельзя брать еще и выбрасывать прямо в мусорное ведро? Друзья, зеркало. Зеркало, которое рассыпалось, зеркало, которое разбилось, потому что вы должны понимать и то, что вот именно осколки, если вы неправильно выбрасываете в мусор, это может привлечь несчастье и привести к бедности. Дело в том, что правильнее было бы собрать все осколки от зеркала и то, что осталось от зеркала, и все это сложить обязательно в черный пакет и после этого вынести на мусорку и попрощаться с ним. Также нельзя выбрасывать и старую обувь в мусор. Дело в том, что любая обувь, она соприкасается с вашим телом, и вообще обувь, она символизирует поток благополучия и открытие новых возможностей в жизни. А когда вы выбрасываете старую обувь, вы тем самым и выбрасываете эти блага. Поэтому, если хотите избавиться от обуви, лучше в таком случае ее сначала разрежьте, опять же упакуйте в черный пакет и только после этого с ней попрощайтесь. Далее, на что еще стоит обратить внимание? На кошелек или бумажник. И как вы знаете, очень часто люди думают: ну все, мне не нужен кошелек, бумажник, да, портмоне, и люди выбрасывают. Но вы должны понимать и то, что вы таким образом и выбрасываете свой достаток и благополучие, и притягиваете финансовые проблемы и неприятности. Поэтому пустой кошелек, даже если он самый рваный, грязный, старый, ни в коем случае не выбрасывайте на мусорку. Это, кроме того, еще последний момент, что нельзя выбрасывать, друзья, это церковную атрибутику. Это касается и икон, это касается крестика, это касается молитослова, Библии. Бывает так, что вам в наследство это досталось, и вы по каким-то причинам, вам оно не нужно. Что же в таком случае сделать? Вы просто возьмите, отнесите в храм или в церковь, обратитесь к священнику
священнику, объясните, что вот у вас есть какие-то иконы, какие-то вещи, и вы бы хотели бы поделиться с церковью и с храмом. Вы знаете, они с благодарностью примут, но главное, не выбрасывайте. Поэтому, друзья, обдумывайте все свои действия, которые связаны с мусором. Ведь, как вы уже поняли, не все так безобидно, как кажется на первый взгляд. Но если вы будете прислушиваться к советам, к поверьям, вам не придется ни о чем переживать. Ведь если задуматься и знать, как правильно выбрасывать в мусор, в этом ничего нет сложного. Друзья, мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Друзья, в комментариях обязательно напишите слово «изобилие». Пусть Вселенная привлечет и приумножит достаток вашей жизни. Девочки и мальчики, кто спрашивал о том, как можно поддержать нашу команду, поддержать наш канал, благодарность вы можете выразить по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Так и называется благодарность. Можно выразить по ссылке «Донат» и ссылка. Так что переходите, любая сумма, которую вы искренне желаете перевести, обязательно нам поможет, и нам будет, друзья, приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам понравилось больше всего, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.